Итак, пришили голову. 30 столбиков у нас на голове и 30 на шейке. Набили хорошо, плотно голову. Вот, чуть-чуть ее так вот приплюснутую делайте, чтобы она не была вытянутой. Немножечко ее разровняйте синтепонтом. Дальше. Пока оформлять голову не будем. Сначала давайте займемся пальчиками на ногах. Я вот вам показала, как должны выглядеть при утяжке. Значит, вот у нас немножечко в сторону ушел, так как вот более косолапым пришлось сделать ножки. Вот. Но это не страшно, просто примерно вот как у вас должно быть ровненько на глаз. Расположите чуть выше, не посерединке, а чуть выше, ближе сюда к краю. Вот я ввожу иголочку и на глаз примерно распределила на 3 части. Между полосочками 2 столбика спереди. И вот первый ряд белой пряжи между первым и вторым вводим. Сюда же следующую через 2 столбика. Натягиваем, прижимаем. Дальше примерно ровно где-то здесь. Опять 2 столбика отсчитали. Третий пальчик. Вернее, третья утяжка. Выводим к этой ниточке для фиксации. Вот. Зафиксируем. Беремся за черную ниточку, так чтобы не зацепить белую. Проверьте. Пройдитесь иголочкой, чтобы ниточка у нас ушла на начало. Сюда узелочек и спрячем. Натянуть, чтобы узелочек ушел туда вовнутрь. Так, это так у нас передняя. Также и задняя лапка, только между утяжками будет 3 столбика. Так как там немножко пошире получилось. Чуть-чуть. Также вот примерно расположите. Не посерединке начните, а ближе к верху. И здесь также на глаз разделите на 3 части, но чтобы 3 столбика было между ними. И также сделайте утяжку, как и тут. Также предлагаю задние лапки, вот где у нас соединительные столбики, вот в этом месте немножечко вот так вот стянуть. Если, конечно, я там вначале забыла сказать, проволоку можно вставить для каркаса, и тогда можно ножки эти сгибать так, как более было похоже на более реально, да. А если нет проволоки, у меня ее нет, поэтому я буду ниточкой это все фиксировать. Значит, буду браться за столбик. Сейчас я вот так вот выведу сюда. Вот он, ряд соединительный. И вот сюда, вот под этот столбик, между этим и этим рядом, я буду браться за ножки столбика. Все, я сделала узелок, но все равно на всякий случай я зафиксирую, чтобы ниточка не вылезла, чтобы держалась. При утяжке она будет натягивать сильно. Вот, и вот я так вот прикладываю и смотрю, куда мне притянуть, к какому месту. Вот как раз также здесь вот ряд первый от соединительных столбиков, и второй вот между ними за ножки попробую притянуть. Так вот беру и натягиваю. Это можно и не делать. Смотрите сами. Это для того, чтобы более создать этой ножке более реалистичный сгиб без проволоки.
Здесь зафиксирую, чтобы с краешку не тянуло сюда. И также немножечко и тут тоже притяну. Ну вот как бы чуть-чуть получается так. Вот так вот будет выглядеть ножка. Тут натянуть надо ниточку. Либо вот так. Можно и так оставить. Смотрите, как хотите. Ну, чтобы так чуть-чуть я хочу ее притянуть. Она сильно так не притянется, конечно. Проволока есть проволока. Она делает так, как надо. Вот, а мы немножечко без проволоки попробуем обойтись. Ну, вот как-то так. Еще раз повторюсь, это не обязательно. Так, теперь делаем утяжку глаз. Тех, кто будет приклеивать так же, как я, расположите иголочками так, примерно, чтобы одинаково телу глаза расположились. Между 13 и 14 рядом на расстоянии 12 столбиков между глазами. А тех, кто их уже вставил на крепление, да, то вы, когда голову пришиваете, конечно, вы смотрите, чтобы глаза были посередине головы, ну, тела правильно расположились. Теперь, если у вас уже глазки вставлены, то вы, соответственно, под глазками беретесь, захватываете чуть-чуть синтепона и выводите к следующему глазу под глазиком. Натягиваете, потом переходите через столбик наверх и также проходите сюда, потом сюда вниз и так вот стянете пару раз, зафиксируйте, там она спрячется и уберете ниточку. А мы, тех, кто приклеиваем, делаем так. Значит, вводим там, где у нас иголочки вставлены. Выводим ниточку. Тут оставляем, до конца не прячем. Дальше спускаемся на столбик вниз. И тут на столбик вниз. Выводим. И берем, связываем. Параллельно у нас утяжка происходит. Видите, да? Сильно прям совсем не стягивайте, но имейте в виду, что ниточка имеет свойство растягиваться, поэтому можно чуть больше, чем положено, она потом немножко выпрямится. И связываем 3-4 узелочка, чтобы не распустилась ниточка от утяжки. И прячем нить. Вот. Глаза, естественно, мы приклеим позже. Хотя можно приклеить, подождать, пока высохнет. Потом продолжить дальше. Располагаем мордочку. Значит, там, где у нас были воздушные столбики с прибавками, ряды с прибавками, это нижняя часть, по две прибавки подряд, да? Это у нас снизу располагайте именно так мордочку. Наметьте, вот под глазиком будет верхняя часть, вот. А дальше тут немножечко приплюснули и в сторону, чтобы не кругло получилось, вот именно вот так. Вот. Дальше намечайте, располагайте ушки, тоже пришиваем сразу. И вот именно в таком вот положении. Нигде ничего не скручиваем. Вот как они вот так ложатся, так и пришиваем. Чуть-чуть, вернее, вот тут вот мы делаем. Сгибаем. И пришиваем. Вот так, в таком вот положении. Здесь 1, 2, 3, 4, где-то 4-5 рядов отсчитываем. А снизу ушко должно где-то на ряд ниже глазика, нижний край. Вот так вот расположите. И смотрите, чтобы вот эта часть верхняя была
ближе чуть-чуть к голове, а задняя дальше. То есть не друг против друга, да, а как бы вот чуть-чуть введите назад. Чуть-чуть сильно не надо, там на 2 ряда можно вывести назад. И, соответственно, здесь оно вот полудугой как станет, так и пришивайте. Давайте пришьем мордочку, ушки. И дальше свяжем уже на готовое изделие, потому что глазки будут располагаться, я думаю, утяжка, вернее, глаз может у всех быть по-разному. Поэтому я вам объясню, что мы будем делать дальше. Вот так вот получается у нас ушки, так как в природе у тигрят ушки больше, чем у взрослых. Ну, пока они маленькие, они кажутся большими. Вот поэтому такие вот большие ушки у нас. Дальше, значит, нам надо сейчас связать переносица плюс нос, 2 в 1, как бы. Значит, что нам надо? Итак, все, конечно, будет зависеть, еще раз повторюсь, от утяжки, насколько она уже и насколько шире. Но, по крайней мере, на тот момент, как выглядит у меня утяжка, набираем цепочку из 7 воздушных петель. Дальше я просто объясню, вдруг у вас будет не сходиться, как у меня. Просто либо меньше сделайте на одну воздушную петлю в начальный ряд, это, либо больше. Вот, 7 воздушных петель. Дальше. Во вторую петлю от крючка мы провязываем 2 столбика. Дальше по цепочке 1, 2, 3, 4 столбика и в последнюю вяжем прибавку. Воздушная петля, поворот. Получившийся, сколько у нас тут получилось столбиков? 8 должно получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 столбиков, да, получилось. 8. Вот первый столбик, он ушел чуть в сторону. И 8 столбиков мы вяжем без изменений. Второй ряд. Воздушная петля, поворот и 8 столбиков. 4, 5, 6, 7. Вот первый столбик будет неудобно. Вот он немножечко ушел вниз. 8. Воздушная петля, поворот. Опять же вяжем в начале прибавку. Дальше по цепочке вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в конце последний столбик провязываем прибавку. И вот смотрите, провяжите вот так, приложите вот в этом месте. Если у вас как раз от глазика до глазика получилось, то все, больше прибавок по краям не делаем. Дальше вяжем без изменений. Если вдруг не хватило, либо получилось лишнее, значит в начальную цепочку мы убираем 1 столбик, если лишнее. Если не хватило, то добавляем этот, цепочку. И дальше вяжем без изменений. Количество рядов прикладывая вот смотрите, значит прикладывать мы будем вот она наша цепочечка, да, вот она. 1, 2, 3 ряда отсчитали. Пришивать мы будем ее между 3 и 4 рядом, то есть вот так вот мы прикладываем. И вот так прикладывая постоянно, наметьте вот так вот здесь себе иголочками, в каком месте вы будете прикладывать, к какому ряду, да, чтобы постоянно не искать, не отсчитывать. Вот наметили и раз приложили, посмотрели. И вы должны довязать до края глаза ряды без изменений. Итак, у меня получилось 6 рядов. Я так переложила. 6 рядов. Следующий ряд. Воздушная петля, поворот. Опять вяжем в начале прибавку и в конце. Я, конечно, свой вариант я напишу. Схемка будет написана тут на экране. Дальше опять воздушная петля, поворот еще раз.
прибавка в начале и прибавка в конце. И в итоге я провязала 3 ряда, где прибавки были по краям. И дальше, вот, приложила, и мне достаточно. Я примерно вот смотрю, вот мне надо, чтобы до уха, значит, это края уха дошло. Вот, и вы также смотрите, если немножко не хватает, то провяжите еще ряд по краям с прибавками. Если лишнее, то не вяжите один ряд. Теперь вяжем без изменений получившиеся ряды до уха расстояние, вот, высоту. Итак, в моем случае получилось 10 рядов. Ниточку отрезаем, соединительный столбик делаем и так вот примерно 2 раза вокруг. Отрезаем ниточку. Если не хватит, то можно, если не хотите так сильно длинно отрезать, потом можно присоединить новую ниточку. И теперь пришиваем. Значит, смотрите, вот у нас воздушные петли, смотрите, вот как они выглядят. С одной стороны они как бы ушли, вот так вот упали, да? Поэтому вот эту часть мы, которая вот именно вот так вот, да, на лодочке получается, эта часть у нас внизу, чтобы не выпирала здесь наверх она, когда пришьется. Вот. Поэтому вот так, смотрите. Намечаем, чтобы ровненько посерединке. И тут, значит, будет у нас так. Тут вот наметили, а здесь приподняли. Синтепоном мы не будем ничего сюда добавлять. Немножечко так приподнимем. Вот, естественно, приложите, чтобы было ровненько посерединке у меня. Вроде ровно. Вот. Прикололи, немного приподняли. Чуть-чуть, чтобы приплюснулось. Вроде бы это и как бы приплюснулось немножечко. Вот, наметили. Дальше у нас вот тут вот, здесь, смотрите, пришиваться будет так. Вот от уха до уха здесь гладко, ну, в голове. Тут у нас немножечко такие вот получится брови, как бы, вот так вот. Немножко, да, вот над глазом оно здесь присоберется, мы вот тут вот это все пришьем. Но забыла момент. Перед тем, как будем это мы пришивать, надо сначала нам с вами сделать веки белой пряжей. Оставив в начале хвостик, чтобы можно было его спрятать, набираем цепочку из 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка мы делаем соединительный столбик. Дальше вяжем 3 столбика. И в последнюю петлю мы делаем соединительный столбик. Всю ниточку отрезаем. И будем прикладывать вот этой частью, где у нас поуже. Она будет у нас внутри. Вот так будем пришивать. Одно веко у нас получится снаружи изнанок, второе веко будет лицевая часть снаружи. Но для начала я советую фломастером так вот подкрасить с внутренней стороны, чтобы немножко было видно полосочку черную. Вот так это будет. Располагать вот эту внутреннюю часть ниже, наружную часть выше. И пришивайте. Вот, пришили, и можно фломастером, пока есть доступ, сделать окантовочку под глазами. Дальше потом мы будем рисовать на нем полосочки. Пока вот делаем так. Теперь намечаем. Как я говорила, вот тут вот мы немного собираем.
прикалываем и тут вот, где у нас веки, мы ложим над веками. Так вот. И здесь присобираем чуть-чуть. Когда здесь выровняем, мы сначала прошьем вот тут, здесь прикололи, и здесь ровненько идем, и тут собралось, тут пришили. Потом по кругу сюда, тут точно так же прикололи, вот тут вот прошили. Итак, вот мы пришили. Что у нас получается на этом этапе? Вот такая вот мордочка. Значит, смотрите, если будете вдруг вязать травкой, такой коротенькой травкой, то вот эти вот нюансы, они будут незаметны. Теперь выводим, вот после того, как все пришили, выводим нашу ниточку вот сюда. Значит, смотрите, вот глазик наш, переносицу вот тут. Сейчас мы вот эту часть прижмем, чтобы выделить. Переносим сюда иголку. Если ниточка закончилась, то добавьте, присоедините. Сюда на начало, значит. И вот так вот приложим, тоже прошьем в голове. Немножечко вот тут будет, как бы так вот на глаз, пусть так и будет. Выведу вот сюда, наверное, чтобы здесь стежочек отсюда начать делать. И просто стежочками так пришиваем. Ну вот, в принципе, и все. Ниточку я выведу вот сюда. Тут у меня будет носик. Поэтому я выведу тут и спрячу эту ниточку. Вот таким вот образом мы прижали. Конечно, на этом этапе пока еще не особо понятно у нас, что получается, но уже что-то вырисовывается. Вот. Здесь ниточку прячу. Дальше. Можно пришить хвост. Я, значит, синтепоном набила хвостики. У меня вот такая вот проволока пушистая, она тоненькая. Я буду делать, вставлять в хвост эту проволоку, чтобы придать форму. Как-то она мне короткая, конечно. Я могла, чтобы хвостику придать форму. Вот если у вас есть обычная проволока, также можете. У меня просто обычно нету, я вот использую пушистую эту проволоку. Значит, вставляю я туда в синтепон. Ну, конечно, сейчас будет трудно. В общем, я вот так проделаю дорожку для него, для проволоки. Хвостик пришиваем вот так вот высоко, тут вот. Затем его согнем вот так. Если у вас проволока есть внутри, то она согнется удобно. Если не согнется, то можете притянуть тут немножечко ниточками, чтобы вот здесь он был приподнят чуть-чуть. Вот, а пока просто пришиваем в таком месте. Вот хвостик пришила, за счет проволоки я сделала такую форму.
Я же говорю, если вдруг нет проволоки, вы можете просто вот тут вот так согнуть и тут стянуть стежочки, как мы вот здесь вот лапки делали. Также и тут можно притянуть. Дальше. Пошиваем носик. Берем розовую пряжу. Значит, где-то в 2 сложения, когда я сложила в 2 раза, у меня ниточка получилась сантиметров 60. Я как бы сразу отрезала так, чтобы больше. Вот, значит, что мы делаем? Значит, носик у нас будет располагаться. Вот как-то так, треугольник. Значит, вот на вот этом я просто вам показала, да? Вот, вот тут у нас будет край носика. То есть пришили вот мы здесь. Значит, столбик первый ряд. Будет там край. Вводим ниточку между столбиками. Всегда вводите ниточку между столбиками, чтобы не зацепиться. Чтобы спряталась, узелочек спрятался. Вот, и сюда же с этой стороны. Сделаем сначала окантовочку, потом будем вышивать. Можете в одно сложение, чтобы 2 сложения, если вдруг будет сложно, постоянно ниточки подтягивать придется. Вот такой вот треугольник. Вышиваем его весь розовым цветом. Вот такой получился носик. Внизу он начал расширяться. Я потом взяла и стянула вниз. Вместе вот тут вот. Теперь черной пряжей мы сделаем окантовочку носику, чтобы придать ему такой вот законченный вид. Вводим опять же, делаем узелочек на кончике, вводим между столбиков. Значит, вот таким вот образом синтепон влазит. Мы по краю пройдемся. Вот здесь мы сразу выведем вниз. Как-то захватим. Тут у меня получилась дырочка. Я захвачу вот эту ниточку и спущу вниз. Вот. Можно в 2 столбика. Стянем немного. Пару стежков. Сильно не стягиваем, так немножко. Затем я тут сделаю узелок. Я унесла с камеры. Сделаю узелочек, чтобы дальше эта ниточка была не сильно двигалась. Вот, теперь делаем губы. Примерно можно приложить край ниточки и посмотреть, как вы бы хотели видеть губы. Да, вот так же мы и будем располагать. Значит, я вот тут вот у меня будет закругляться, а выводиться вот сюда. Значит, вывожу сюда ниточку, потом обратно сюда же и вот где иголка. На камеру не смотрю, у меня уходит игрушка с камеры. Вот, натянули.
сюда же с этой стороны ниточку как бы обвязали, чтобы зафиксировали ее. Дальше получается 2 ряда. С этой стороны 2 ряда. Выводим иголочку. Сначала там уже подкорректируем, в каком месте. Здесь мы потом синтепон этот примятый потом аккуратненько расправим, чтобы не было помятого ничего. Вот, на ряд ниже, на столбик ниже. Также и тут смотрю. Вот где-то тут. Скорее всего, смотрим. Так, ну эту работу, я думаю, вы можете справиться и сами, да? Примерно посмотрите, как это все делается, и тут я сделаю немножко стену. У меня тут дырочка получается, синтепон видно, я подцепила. И тут вот еще раз пройдусь, зацепив вот этот вот ряд. Ну вот, как-то так должно у нас быть. Синтепон распрямить. Перед тем, как рисовать полосочки, я немножечко распушила. Такая вот расчесочка, пуходерка. Можно, если у вас такая вот гладкая пряжа, можно придать ему, так как эти грядки, они пушистые, оказывается, немножечко, поэтому можно им хотя бы голову распушить чуть-чуть перед тем, как делать полосочки. Дальше я делаю сухой пастелью, белым цветом, выбеливаю те места, которые по рисунку, смотрю на рисунок и выбеливаю те места, которые должны быть беленькими, но они у меня цветом одним. Вот. В общем, буду выбеливать все, что нужно, а потом буду делать полосочки. Ну вот, разукрасила я полосками своего тигренка. Сделала еще, затемнила еще сухой пастелью черной ушки внутренней части. Вот, чуть-чуть пушистый такой. Если будете вязать травкой, вам ничего не надо будет, он будет у вас такой пушистый весь. А я только голову распушила. Вот, ну и все. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Я старалась делать схемку, писать более похожего на тигренка, чтобы получился у нас с вами. Вот, а разукрашивать, если вдруг вы будете вязать маленьким деткам, которые будут брать игрушку, советую этого не делать. Просто свяжите и все. Спасибо за просмотр, вяжите с удовольствием.